Все слышали такое выражение «Гродно– королевский город». А почему наш город называют королевским? Давайте разберемся вместе. В городе Гродно построено два королевских замка. Верхний или Старый замок размещен на высоком и крутом холме на правом берегу Немана. Он начал строиться во времена древнерусского государства и с начала XII века стал княжеской резиденцией Городенского княжества. Здесь были возведены княжеский терем, Нижняя церковь, Верхняя церковь и другие жилые и хозяйственные постройки. Замок неоднократно разрушался, восстанавливался и перестраивался, что существенно отразилось на его первоначальном облике. И второй замок – это так называемый Новый замок. Он построен много позже, в 1752 году. Дело в том, что Верхний или Старый замок был сильно разрушен во время Северной войны, и король Август Сильный решил его не восстанавливать, а построить новый замок напротив старого, к которому перешла функция королевской резиденции, тогда как Старый замок стал бы второстепенным строением при главной резиденции. И при Августе Сильном появляется идея строительства новой королевской резиденции, которая могла бы служить не только для проживания короля, но и для приемов сеймов. Строительство нового королевского дворца происходит уже во время правления сына и наследника Августа Сильного, Августа III. Дворец был построен в Гродно напротив Старого замка в 1737-1752 годах, и в его стенах в XVIII веке прошло 4 сейма в 44, 52, 84 и 93. В продолжение разговора о королях в Гродно стоит упомянуть, что позже, в XVIII веке, в окрестностях города было построено еще 3 королевских резиденции при Станиславе Августе Понятовском, короле Польши и великом князе Литовском. Это Станиславова. Усадьба расположена недалеко от ЖД вокзала на улице Тимирязева. Там сейчас находится один из корпусов сельхозинститута. Августова, остатки которой находятся в микрорайоне Фолюш на улице Лизы Чайкиной. Там сейчас расположена благотворительная организация «Вера», а также Понятова в Панимуне. Самая любимая усадьба короля, но, увы, от нее уже мало что осталось в наши дни. И Станислав Август Понятовский стал последним королем Речи Посполитой. В здании нового замка он подписал акт отречения от престола 25 ноября по Григорианскому календарю 1795 года, в день именин российской императрицы Екатерины II. Но все же откуда пошло словосочетание Гродно – королевский город? Давайте разбираться. Тут лавры первооткрывателя, если можно так выразиться, принадлежат королю Стефану Баторию, который в период с 1576 по 1586 год сделал Гродненский замок главной и любимой своей резиденцией. Стефан Баторий – венгр по происхождению, король польский и великий князь литовский, душой влюбленный в город Гродно. Все это о нем. Его жизнь нераздельно связана с прошлым нашего города, который именно с его легкой подачи на протяжении нескольких столетий имеет титул королевского города. Да-да, все началось именно с него. В декабре 1575 года выборный сейм Речи Посполитой определяет Стефана Батория своим королем и великим князем Великого княжества Литовского. Но при одном условии – необходимо жениться на 54-летней сестре покойного короля Жегемонта II Анне Ягеллонской. На тот момент Стефану Баторию было 42 года, а Анна старше его на 12 лет, по слухам некрасиво и очень коварно. Отношения Анны Ягеллонки и Стефана Батория в период их брака были плохими, ее считали скучной и некрасивой. Отстранение ее от государственных дел стало причиной того, что Анна стала сближаться с политическими противниками мужа. Стефан Баторий – фигура, которая вывела Речь Посполитую в число сильнейших государств Европы, а наш город еще никогда доселе не испытывал такого величия. Примечательно, что монарх владел многими языками – венгерским, немецким, итальянским, однако ни польского, ни старобелорусского, на котором разговаривали жители Речи Посполитой, он не знал и общался со своими приближенными через переводчика на латинском, который выучил во время обучения в итальянском университете.
Ни один из монархов не уделял столько внимания развитию Гродно, как Стефан Баторий, и в ноябре 1576 года он подтверждает все льготы, данные Гродне, закрепляя за ней статус одного из главных центров страны. И впервые побывав в нашем городе зимой 1579 года, Стефан Баторий решает сделать его своей резиденцией, неофициальной столицей не только Великого княжества Литовского, но и всей Речи Посполитой. Он считал Гродно лучшим городом и для временного жительства, и для того, чтобы быть похороненным здесь. Существует много версий, почему именно наш город выбрал для себя польский король. По одной из них Баторий уехал из Кракова, так как боялся, что жена может отравить его, ведь было известно о том, что она желала единолично руководить страной, да и взаимоотношения между супругами не сложились с самого начала. Известно, что король даже обращался к епископу с просьбой дать ему средства от отравления, на всякий случай. Случаи-то ведь разные бывают. По другой версии, в Гродно жила красавица-дочь лесничего, которая имела от Батория сына. Но так или иначе, король очень любил Городню. Очень скоро он стал одним из наиболее известных монархов Европы, с личностью которого католический мир связывал большие надежды. И при нем активизировалась деятельность ордена иезуитов, ему принадлежала идея создания в Гродно иезуитской коллегии. Баторий даже любил повторять: «Если бы я не был королем, то был бы иезуитом». Историки и исследователи насчитали до 10 посещений Стефаном Баторием нашего города. Во времена некоторых своих визитов он останавливался здесь на целый год. Жил здесь, в Верхнем замке, который сегодня именуется Старый. Замок размещен на высоком и крутом холме на правом берегу Немана, близ устья реки Городничанки. В 1580 году король дважды посещал Городню, а в последующем, 1581, он встречался с послами грозного московского князя Ивана IV. В Городне король принимал посольство, выдавал привилеи, решал важные государственные вопросы и готовил планы военных походов. Но было еще одно обстоятельство, которое притягивало Стефана Батория к окрестностям города над Неманом. Король с давних пор был заядлым охотником, мог больше недели пропадать на охоте, а город был буквально окружен лесами, в которых водилось немало зверя для охоты. И в конце концов именно это пристрастие и изгубило короля. В последний год жизни короля город посетил немецкий путешественник Самюэль Кихель, который в своем дневнике записал: «Его Величество польский король имеет в этом городе свой замок, который приказал возвести совсем заново. И хотя тот еще не перестроен до конца, король тут останавливается довольно часто, ибо имеет хорошую возможность поохотиться». Стефан Баторий решил провести масштабную реконструкцию Верхнего, Старого замка, который в результате стал представительным ренессансным дворцом. И этот процесс занял много лет, поэтому король приказал построить временную резиденцию на территории Королевского двора. Место оказалось очень удобным в центре города и близко к Фарному костелу, который Баторий любил посещать, и в покоях этой резиденции побывали послы из разных стран. Центр города значительно преобразился в последние годы правления Батория. С 1584 по 1587 год при Королевском дворе работал итальянский архитектор Сантигуччи, который руководил перестройкой Королевского дворца и принимал участие в возведении каменной синагоги, а также реконструкции фары Витовта. Хотя справедливости ради стоит сказать, что существует версия, что проект замка и костела мог разрабатывать другой известный архитектор Ян Мария Бернардони. Неугасимая энергия и спартанский образ жизни Стефана Батория удивляли его окружение и восхищали современников. Он строил грандиозные планы, и неизвестно, каких бы высот достиг город, если бы не его внезапная смерть. Здоровье Стефана Батория с детства было слабым, и, по мнению некоторых специалистов, причиной проблем с почками стали, скорее всего, генетические заболевания. Тем не менее, Баторий не любил жаловаться, закалял себя и старался скрывать свои недуги. В начале декабря 1586 года в Гродно стояли сильные морозы и бушевала метель, но король не собирался отменять свою любимую загородную охоту. Современники отмечали, что она длилась 3 дня, и лошади буквально утопали в снегу, а у короля немели не только ноги, но и все тело. Вернувшись во дворец, он почувствовал себя плохо, страдал от постоянного удушья и острых болей в груди.
Его закаленный организм еще неделю сопротивлялся болезни, и больной король вел себя мужественно и незадолго до смерти сказал: «Я уже отдал себя в руки Бога, я приготовлен к смерти, и меня это не пугает». И вечером 12 декабря король скончался в своем Гродненском замке. Сразу же по городу поползли слухи о том, что правителя могли отравить, ведь у Стефана Батория было много врагов как за границей, так и внутри страны. Споры между итальянскими врачами Стефана Батория о причинах смерти короля привели к первому анатомическому вскрытию в Восточной Европе. Вскрытие тела Батория считается первым таким медицинским актом, задокументированным на территории Восточной Европы. Оно состоялось в подвалах резиденции на Королевском дворе 14 декабря и показало, что причиной смерти стало острое воспаление почек. Баторий завещал похоронить себя в любимом городе Гродно. Однако это противоречило традициям монархов, и начались споры, которые длились 1,5 года. Пока они продолжались, тело короля находилось в подземельях резиденции. В итоге было решено перезахоронить Батория в Вавельском замке в Кракове, где находилась усыпальница всех правителей. Это произошло 23 мая 1588 года, и в течение 10 лет с 1576 по 1586 год Гродно был резиденцией короля Речи Посполитой Стефана Батория. И десятилетний период величия Гродно, когда внимание всех европейских городов было приковано к нему, завершился. Однако память об этом времени сохранилась. Наш город долго называли городом Батория и королевским городом, а центральная площадь еще долго носила его имя. Старый замок и сегодня имеет тот вид, которым восхищались гродненцы эпохи Стефана Батория. Вот такое видео у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!